Всем привет! В этом видео приготовим муссовый торт «Красный бархат». Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобится сахар, ванильный сахар, сыр маскарпоне, яичные желтки, желатин, замоченный в холодной воде, молоко и сливки для взбивания. Вначале приготовим заварной крем. Желтки соединяем в чаше вместе с сахаром. Перемешиваем венчиком до однородности. Добавляем молоко и ставим на плиту и варим до 84 градуса примерно. Надо варить на медленном огне, постоянно помешивая до такого легкого загустения. Вот берем лопатку и пальцем проводим. Если вот остается такая полоска, что вот это крем не растекается, то крем готов. Но я специально померила температуру, что надо варить примерно до 85 градусов, не выше. В то время уже крем загустел, можно попробовать на вкус. Мы не чувствуем привкус желтков. Только приготовленный крем пропускаю через сито. Добавляю в теплый крем набухший желатин. Перемешиваю до того, пока желатин полностью растворился в этом креме. Добавляю сыр маскарпоне, перемешиваем маскарпоне в этот крем до полного такого объединения. Маскарпоне в этот заварной крем добавляем, когда этому крему примерно 40 градусов. И когда добавили маскарпоне, крем остудился до примерно 34 градуса. И тогда можем добавлять взбитые сливки. Сливки взбиваем до таких мягких пиков. Все перемешиваем до однородности. В силиконовую форму у меня 24 сантиметра в диаметре. Наливаем немного мусса, примерно 1–1,5 сантиметра. Ставлю в морозилку, чтобы мусс немного схватился перед тем, как буду ставить ягодную начинку. У меня вот тут замороженная ягодная начинка. Ставим на слой мусса. Если мусс будет только налитый жидкий, то наша ягодная начинка, она утопится слишком низко. А так как у меня мусс только 1 сантиметр, мне надо было, чтобы вот эта начинка оставалась на поверхности этого мусса. Потом наливаем следующий слой мусса. Тут тоже я визуально смотрю, чтобы примерно слой был так 1,5 сантиметра высотой. И опять можем ставить в морозилку на пару минут, чтобы вот этот слой схватился. И потом ставим слой бисквита. Это у меня бисквит «Красный бархат». Я его готовила в предыдущем видео. Ссылку оставлю в описании. На бисквит наливаем оставшийся мусс. Тут выходит мусс, надо поделить на 3 части. Если вот готовить в такой форме, 3 части поделили мусс. Так как у меня 2 слоя бисквита, 1 слой ягодная начинка. Сверху кладем оставшийся бисквит. Бисквит надо немного так утопить, чтобы остались там пару миллиметров, чтобы он выступал высотой пару миллиметров. И ставим в морозилку на примерно 12 часов. Или до того, пока он заморозится в камере. Тут у меня приготовленная заранее уже зеркальная глазурь. У меня тоже есть видео, где я готовлю. Это классическая глазурь на сгущенке. Только в этой глазури я вместо белого шоколада добавила половину темного шоколада.
так как цвет глазури мне надо было бордовый. И чтобы меньше добавлять краситель, тогда вот половину шоколада я добавила темный шоколад. И тогда вот к темному шоколаду, когда добавляем красный краситель, он вот становится вот такой бордовый цвет. Глазурь наношу 38 градусов. Спатулой по верху немного прохожусь, чтобы там не был вот такой толстый слой глазури. Когда глазурь больше не стекает, спатулой проходимся, вот снимаем эти потеки. Из этого самого мусса я тоже заморозила, налила вот в такую форму, такой 1 сантиметр слой, и покрыла велюром, просто для декора, чтобы использовать. Также самый велюр тоже, если надо бордового цвета, мы заменяем половину белого шоколада на темный шоколад. И тогда добавляем краситель, и получается бордовый цвет. Только покрыли велюром вот этот слой мусса и сразу ставим на торт. Вот и в эти углубления налила белую зеркальную глазурь. Температура этой глазури, когда мы наливаем вот в такие углубления, надо быть ниже 30 градусов. Она такая еле-еле теплая, но еще она как бы тягучая, она не застывает сразу, чтобы красиво как бы распределиться по этим углублениям. Тут я готовлю эластичную вот эту вафельную бумагу, съедобную ткань. Подробный рецепт есть на канале, оставлю ссылку под видео. И вот такой тортик получился. Это съедобная ткань, ее ничем не надо приклеивать, ни на чего, она сразу сама к зеркальной глазури очень хорошо держится. Но в то же время, если надо ее снять, мы поставили как-то неровно, она не прилипает так, чтобы невозможно было ее снять. Снимаем где-то, если надо еще подкорректировать. Этот торт по вкусу очень нежный, очень вкусный. Он такой же самый, как обычный красный бархат, только намного нежнее. Подойдет такой торт для любителей такого менее сладкого, очень нежного, такой как нежный подтаявший мороженое.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока!